Внимание! Лицам в возрасте 13 лет и младше просмотр видео запрещен. Всем здорово, народ, с вами Поляк, и сегодня у нас обзор на фигурку TE03 Speed Star AK Masterpiece Mirage от конторки Transform Element. Начнем с коробки. Коробка красочная, красивая, с хорошим оформлением. Нас встречает Mirage в виде арта, и стилистика похожа на коробки от контор Jinbao и некоторых фигурок Black Mamba. Кто-то считает, что это одна контора, но я же склоняюсь к тому, что один дизайнер делает для разных контор свои оформления. И в YouTube вам придется лезть по-любому, потому что инструкции почему-то нет. Альтмод Миража — это Формула 1. Альтмод выполнен хорошо, качественно. Нет ничего лишнего. Даже немного проработали место водителя, показав краской сиденье, прозрачное небольшое стекло и руль. Резиновые колеса, отличный синий цвет, отличный серый металлик. Краска ниоткуда не отскочила, по крайней мере у моей версии. Могут возникнуть вопросы о недокрасе альтмода. Например, почему отсек двигателя и сам двигатель сплошняком покрашены в черный? А я вам отвечу на этот вопрос. Потому что фигурка изначально задумывалась как Show Accurate G1 Mirage. Если вам по каким-то причинам не нравится Show Accurate, это не проблема. Вы можете докупить наклейки к этому Миражу, которые вышли чуть позже после официального релиза данной фишки. Кстати, Transform Element настолько смелые, что они просто написали аж 4 раза марку Ford. Колеса резиновые, машинка прекрасно катается, ничего не цепляет. Размера альтмода. Ну и давайте перейдем к трансформации. Используя одну руку, вы замучаетесь передвигать часть спойлера, ну а второе, есть шанс, что можете сломать это все, потому что крепление очень тугое. Сразу скажу, что у Миража такая же болезнь с грудаком, что и у Open and Play Спрингера. Он не крепится и может открыться. Ну и ракетница, которая выполнена в сером металлике. По сути, это патсформинг, потому что в альтмоде она никуда не крепится и используется только в робомоде для того, чтобы придать законченный вид для Миража. Если говорить о том, что я думаю по этому поводу, то я это не приветствую. То есть части ракетницы вы упрятали в альтмод, и у вас это прекрасно получилось, а снаряд вы не смогли прикрепить хотя бы на днище.
Ну и раз уж заговорили об аксессуарах, хотя снаряд от ракетницы это скорее аксессуар в кавычках, продолжим реальным аксессуаром, это пушка Миража. Выполнено все в том же сером металлике, что и множество деталей Миража на нем. В руку дается он с трудом с поднятым пальцем, лично у меня не получилось его нормально положить в руку и закрепить, чтобы он держался, а вот уже с опущенным большим пальцем без проблем держится в руке. Также у нас в комплекте сменное лицо с улыбкой и сменная голова. Почему голова сменная? Да потому что она менее вытянута, чем та, что на Мираже. Если вы внимательно посмотрите на фото, вы увидите эту разницу. И, собственно, вот предстает перед нами Мираж. Что можно о нем сказать, поглядев на него впервые? Он хорош. Нет, правда, он выглядит отлично. Сравните то, что мы видели в мультике. Он в нормальных пропорциях, у него чистая спина, ну, в меру чистая. Конечно, можно докопаться до того, какого черта двигатель делает на его спине, в то время как в мультике двигателя на спине не было. Но, ребят, это условность игрушки. По-другому просто, наверное, вряд ли бы получилось. По ощущениям, Мираж классный. В руках ощущается отлично. Несмотря на то, что время от времени его груда, как и у Спрингера, может просто выпасть. Но у Спрингера он не крепился вовсе и ничем не придерживался, а у Миража придерживается вот этой верхней панелькой. Ну, теперь поговорим о подвижности. У нас двигается ракетница, она выдвигается на двойном сгибе и вращается. Голова у нас опускается вниз, вращается. Используя другой элемент, она может выдвинуться, опуститься сильно вверх и опуститься сильно вниз. Плечи опускаются. Поднимается наплечник вращается. Поднимается рука в сторону. Вращение руки в плече. Вращение руки чуть ниже плеча. Двойной сгиб в локте. Вращение кисти. Подвижен указательный палец, 3 пальца и большой. Ограниченный поворот в поясе. 2 наклона вперед. 1 реальный Миража, 2 элемент трансформации, и оба работают. Поднятие ноги вперед. Поднятие ноги назад. Поднятие ноги в сторону. Вращение в бедре. Отличный сгиб в колене. Подвижная пятка. Подвижен носок. И наклон стопы в сторону. Только в одну. Высота робомода и сравнение с Masterpiece Bumblebee. TE01 Op Leader. И, если хотите, Siege Jetfire. Что ж, давайте перейдем к итогам сегодняшнего обзора. Какие же плюсы данной фигурки? Офигенный альтмод. Офигенная очешуительная подвижность. Прекрасное ощущение в руках фигурки. Это немаловажно, поверьте мне. Офигенного качества покраска. Единственный косяк, который я заметил, это вот здесь что-то розовое. Что насчет минусов? Внешний вид. И нет, я не про самого Миража в целом, я про то, что на нем по сути ничего нет. Это просто бело-синий робот с парочкой принтов. Эту проблему, конечно же, решают наклейки. Я понимаю, что это шоу Accurate, но даже мне, человеку, который нравится шоу Accurate, Мираж кажется настолько простым и бездушным, не таким уж реалистичным. Да, я понимаю, что я пру против своей логики, и шоу Accurate это наоборот, то, что в мультике, но хочется чего-то еще. Вот чего-то не хватает. К минусам я отнесу еще некоторые соединения. Некоторые слишком тугие, некоторые слишком слабые. А слабые они в некоторых соединениях в ногах. Причем с одной стороны. То есть одна нога у меня прочная, а вторая хлипенькая. Из-за чего может появиться ощущение, что в руках вы держите какую-то дешевку. Конечно же, к минусам я отнесу подсформинг со снарядом ракетницы. Крепление оружия в руку. Да, это странная доебка с моей стороны, но во всех фигурках, что были у меня, с приподнятым большим пальцем оружие крепилось нормально. А здесь вам приходится опускать полностью большой палец у Миража, и только тогда оружие крепится нормально. Ну и, конечно же, иногда выпадающий грудак. А также я к минусам отнесу отсутствие инструкции. Какого хрена ее нет? Это уже второй пунктик, который этот Мираж повторяет за Open and Play Big Spring. Грудак, отсутствие инструкции. Это все, что касалось объективности и того, что я нашел, изучил, обнаружил и так далее. Что касается моего личного мнения, фигурка мне очень понравилась. Но наклейки все равно бы не помешали. Будь это фигурка моей, я бы обязательно докупил к ней наклейки.
Подводя все вышесказанное, я скажу одно. Фигурка крутая. Советую ли я ее или нет? Но если вам нужен мастерпис Мираж, да. Если вам нужен каст мастерпис Джван там какого-то сезона, где он появлялся, да. Если вы просто хотите Миража и вам не хочется покупать там Сидж, у вас там есть деньги побольше, хочется что-то покруче, тоже да. Да, пизда. Потому что сейчас это самый дешевый мастерпис Мираж на рынке, даже с учетом наклеек. Смело берите этого и наслаждайтесь его подвижностью. Ну, надеюсь, вам повезет больше с суставами, и они будут где хлипкие крепче, а где крепче чуть полегче. Ну а с вами был Поляк. Всем спасибо, кто смотрел мой сегодняшний обзор. Всем до скорого, народ. И всем пока. И смотрите Power of the Primes в нашей озвучке. Ссылочка в описании. Oh shit, I'm sorry.